Алексей всю жизнь мечтал купить себе ферму, чтобы выращивать там овощи и крупнорогатый скот. Он видел себя, работая на свежем воздухе, заботясь о своем собственном угодье и создавая уютное место для своей семьи. Однажды, благодаря накоплениям и упорству, Алексей и его жена Анна смогли осуществить свою мечту и купили себе ферму. Ферма находилась недалеко от леса, что стало одной из причин ее низкой цены. Местные жители предупреждали Алексея и Анну о том, что на ферму заходят волки и лисы, которые могут нанести ущерб и угрожать животным и культурам. Но молодая пара была уверена, что сможет справиться с этой проблемой и сделать свою ферму процветающей. Первый год на ферме был трудным для Алексея. Он столкнулся с множеством проблем и неудач. Расходы на строительство и обустройство фермы превышали ожидания, а урожай оказался не таким обильным, как они надеялись. Болезни и вредители затронули их овощные плантации, а скот был подвержен нападкам диких зверей. Все это привело к потере значительной части денег, вложенных в ферму. Алексей, ощущая отчаяние и разочарование, начал погружаться в алкоголь. Он считал, что это единственный способ забыть о своих неудачах и проблемах. Его жена Анна пыталась помочь ему, но Алексей отвергал ее поддержку и силу, которую она могла ему дать. Однажды Алексей, перебравшись с алкоголем, решил, что его жена во всем виновата в несчастье фермы. Он буквально ослеплен яростью и решительно ударил Анну, она упала на землю без сознания. Однако, просыпаясь от своего опьянения, Алексей осознал, что совершил ужасный поступок и сильно пожалел о своем безрассудном поступке. Он быстро поднял Анну с земли и утащил ее на ферму, надеясь, что волки, которые заходили на угодье, найдут ее и съедят. Он считал, что это будет наказанием для нее, но в то же время тайным облегчением для него самого. Волки, которые постоянно наблюдали за фермой, не прошли мимо. Они обнаружили Анну и, к своему удивлению, увидели, что она регулярно кормила их. Анна поставила для них кусочки мяса и оставляла уголки фермы, где они могли поесть без причинения вреда скоту. Волки были благодарны ей за это и решили вернуть долг. Одну ночь, когда Алексей пребывал в состоянии глубокого раскаяния и сожаления, волки ворвались на его угодье. Вместо того, чтобы атаковать и уничтожить все на своем пути, они направились к нему. Стая волков окружила Алексея и начала выть, создавая устрашающий шум. Алексей испугался и осознал, что его поступок не останется безнаказанным. Волки не причинили ему физического вреда, но их присутствие было наказанием, которое он заслужил за свою жестокость. Они показали ему, что ненависть и насилие никогда не оправданы и что доброта и сострадание всегда более могущественны. Алексей понял свою ошибку и покаялся перед Анной за свои действия. Он пришел в себя и осознал, что единственный способ исправить свою жизнь и восстановить ферму – это изменить свое отношение и начать снова. Он прекратил пить и посвятил себя уходу за фермой. Анна приняла его к себе, проявив невероятное сострадание и прощение. С течением времени Алексей и Анна смогли восстановить ферму. Они приняли меры для защиты животных от диких зверей и разработали стратегии, чтобы минимизировать потери от неблагоприятных условий. Они также продолжали кормить волков и лис, помня о том, как они помогли им осознать свои ошибки. Ферма стала процветающим местом, где Алексей и Анна смогли реализовать свою мечту. Благодаря их преодолению трудностей и нахождению в себе силы для изменений, они полностью преобразили свою жизнь. Их история служила примером для других, показывая, что даже в самых трудных ситуациях можно найти путь к истинному счастью и успеху. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.